за нахождение. Станция Обнина. Пятнадцатая часть Обнина.
Всем привет, с вами я, Сензей. Рубрика «Путешествие по Москве» продолжается. Новые станции московского метрополитена. 31 декабря 2017 года жителям нескольких районов на севере Москвы сделали подарок. Открыли новую конечную станцию Ховрино на Замоскворецкой линии метро. Теперь эта станция является конечной. Названа в честь одноименного района, а районная станция названа в честь бывшей одноименной деревни. Об истории Ховрино расскажу чуть позже. А пока выходы. На Зеленоградскую улицу, улица Дыбенко, Прибрежный проезд. К автобусам, следующим в большинстве до станции метро Речной вокзал, если смотреть в сторону Москвы, а если смотреть в сторону области, в сторону Зеленограда, Химок и далее в Московскую область на северо и северо-запад. Вот сейчас иду туда, а там буквально в 300-500 метрах от станции метро Ховрино расположена Московская кольцевая автомобильная дорога. Бусиновская развязка, а за ней платная трасса М10 Москва, Санкт-Петербург. Станция опять же открыта для жилых кварталов, жилых районов. Сам район никаких построек промышленных не имеет. Имеет огромное количество спортивных объектов, например, Ледовый дворец Умка, дворец спорта Динамо на улице Лавочкина, конно-спортивная база или конно-спортивный комплекс ЦСКА на улице Дыбенко. Именно как раз к этому комплексу мы с вами подойдем. История села Ховрино начинается с знаменитой семьи родов Ховриных-Головиных. В 15 веке на Руси было очень много выходцев из зарубежных стран. Одним из таких был богатый торговый, так скажем, купец, выходец из Крыма Степан Васильевич. Прибыл в Москву на рубеже 15-16 веков. Прозвище Ховра означает неопрятный, нечистоплотный человек. Получил сын Степана Васильевича, Григорий. Он был известен тем, что построил церковь Успения в Смоленском монастыре и каменный храм в Симоновом монастыре в 1405 году за свои собственные деньги. От Григория Ховры и пошло эта фамилия Ховрин. Есть другая версия, что род Ховриных происходит из византийской императорской династии Комниных. Комнин. Но на русский язык оно звучало неблагозвучно и переначали сначала на Комрин, а потом Ховрин. Первое упоминание о селе Ховрино датируется 1585 годом. В 1840-50-х годах была заложена усадьба Ховрино. Сейчас на ее месте Грачевский парк. До реформы 1991 года, то есть до распада Советского Союза, микрорайон, так скажем, Ховрино входил в состав Ленинградского района города Москвы. Сейчас район Ховрино входит в состав Северного административного округа. Как я раньше говорил, в районе Ховрино никаких промышленных застроек нет. Имеется огромное количество спортивных объектов, ну помимо жилых, имеется огромное количество спортивных объектов. Например, Ледовый дворец Умка, дворец спорта Динамо на улице Лавочкина. Это ближе всего к станции метро Речной вокзал. И имеется конно-спортивная база или конно-спортивный комплекс ЦСКА. Как раз сейчас к ней идем, она расположена на улице Дыбенко.
Есть еще один примечательный объект. Это не как достопримечательность. Этим объектом больше всего пользуются сталкеры. То есть люди, которые интересуются опасными увлечениями. Это Ховринская заброшенная больница. Строилась накануне Олимпиады 1980 года. Строительство было приостановлено в 1985 году. Окончательное прекращение строительства после распада Советского Союза. Официальной причиной говорят, что это нехватка финансирования. Но была и другая версия. Как я раньше говорил, что в 1985 году строительство было приостановлено. Причиной этому было в том, что строилась больница в болотистой местности. И из-за этого произошло осадка грунта. И, к сожалению, невозможно было дальше строить Ховринскую больницу. Что сейчас в Ховринской больнице будут делать, пока неизвестно. Есть предположение, что Ховринскую больницу снесут и на ее месте построят дома по программе реновации. Но дальше это политика, я в политику ввязываться не хочу. В общем, факт есть факт. А вот как раз мы и дошли до конно-спортивной базы ЦСКА. ЦСКА, аббревиатура Центральный спортивный клуб армии. Был сформирован этот клуб в апреле 1923 года. Кстати, в 2018 году отмечает свое 95-летие. ЦСКА известен в футболе, баскетболе, в хоккее. До недавнего времени была известна в волейболе, но был расформирован в конце нулевых, то есть в 2009 году. Был известен еще в других видах спортов командных, но по тем или иным причинам были расформированы. Жители района Ховрин уже долго ждали, когда к ним прибудет метро. Они ждали, в принципе, с момента открытия станции метро Речной вокзал 31 декабря 1964 года. Но сделали хороший подарок на Новый год. Открыли им станцию Ховрина. И станция Ховрина улучшила транспортную доступность жителей одноименного района и Левобережной. И разгрузила станцию метро Речной вокзал. В перспективе рядом со станцией метро Ховрина будет открыт железнодорожная платформа. Проектируемое название, если я помню, это Ховрина-2, Ховрина-2. А на этом развитие Самоскворецкой линии подходит к концу. Осталось открыть только станцию Беломорская между Ховрина и Речным вокзалом. Станция Беломорская будет расположена на пересечении Беломорской и Смольной улиц. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда? Следите на канале. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.